Представь себе пустыню. Не ту пустыню из фильмов с верблюдами и закатом. Настоящую. 40 градусов в тени, если тень вообще есть. Земля, которая не знала дождя несколько месяцев. И тем не менее, здесь растут сады. Финики, гранаты, пшеница. 2,5 тысячелетия назад персидские инженеры решили задачу, над которой сегодня работают целые министерства. Как доставить воду туда, где ее нет? Без насосов, без электричества и без единого современного инструмента. Их решение до сих пор работает. 7 технологий древнего мира долгое время казались либо примитивными, либо случайными, пока ученые не посмотрели на них внимательнее. И оказалось, что за каждой из них стоит инженерный принцип такой точности, что мы воспроизводим его только сейчас. Эта история не о мистике, это история об уме. Прежде чем мы начнем, важен один момент. Каждая из этих технологий в свое время была либо неверно понята, либо недооценена. Часть из них считалась случайным успехом, часть – результатом слепого копирования более ранних мастеров, часть – вообще легендой, которую не стоит воспринимать всерьез. Пересмотр начался в последние десятилетия с появлением новых методов анализа – электронной микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа, изотопного датирования, компьютерного томографирования артефактов. И чем глубже шел анализ, тем более неудобным становился вывод. В нескольких случаях древние мастера сделали что-то, что мы не можем объяснить случайностью. Они точно знали, что делали. Первая технология – персидские киризы. Где-то в предгорьях Ирана или Афганистана, точнее сказать сложно, потому что таких сооружений больше 40 тысяч, мастер по имени Маканни спускался в узкий вертикальный шурф глубиной 20 метров. Его инструменты – мотыга, кожаный мешок, веревка. Его задача – соединить этот шурф с соседним, который роют другие мастера в километре отсюда. Уклон должен быть строго выверен. Около 3-5 мм на каждый метр длины. Меньше – вода не потечет. Больше – туннель разрушится от потока. Без нивелиров, без GPS, без топографических карт в современном смысле. Археологические данные показывают, что киаризы, подземные акведуки персидской цивилизации, начали строить примерно 3000 лет назад. Некоторые из них функционируют до сих пор. Исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в начале 2000-х, зафиксировало больше 30 тысяч действующих киаризов только в Иране. Они до сих пор снабжают водой сельские районы страны. Принцип работы прост в описании и чрезвычайно сложен в исполнении. Мастера находили водоносный горизонт у основания горы. Затем прорывали наклонный туннель длиной от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров. Вниз по склону, следуя уклону земли, чтобы вода двигалась самотеком. Никакого насоса, никакой механики, только гравитация и точность. Самое поразительное здесь не масштаб. Самое поразительное – то, что некоторые из этих туннелей прорыты через скальный грунт на глубине 70 метров, а общая длина сети киаризов в одном только Иране превышает длину всех рек страны вместе взятых. Это не просто ирригация, это переписанная гидрология региона. Вторая технология – римский бетон. Пантеон в Риме построен почти 2000 лет назад. Его купол, 43 метра в диаметре, до 1400 года оставался самым большим куполом в мире. Он до сих пор стоит без арматуры, без стальных конструкций и без единого значительного ремонта. Современный бетон начинает разрушаться через 50 лет. Что именно римляне делали иначе? В 2023 году группа исследователей из Массачусетского технологического института опубликовала анализ состава римского бетона, взятого из нескольких сооружений I и II веков нашей эры. Результаты изменили привычную картину. В образцах были обнаружены белые известковые включения, небольшие неоднородные комки, которые раньше считались просто дефектами смешивания. Недостаточно тщательно перемешали. Плохая работа. Брак. Оказалось, это не брак, это ключевой элемент конструкции.
Известковые включения имеют особую пористую микроструктуру с высокой реакционной способностью. Когда в бетоне появляется трещина, через 100 лет, через 500 лет, через 800, вода, попавшая в трещину, вступает в контакт с этими включениями. Начинается химическая реакция. В трещине формируется кристаллическая структура, преимущественно минерал тобермарит. Трещина закрывается. Бетон буквально лечит себя. Для этого не нужны никакие внешние вмешательства. Нужна только вода и время. Произошло ли это случайно? Вероятно, нет. Римские строители эпохи империи использовали определенный состав – вулканический пепел с горы Везувий, известь и морскую воду. И этот состав воспроизводился поколениями. Не всегда с пониманием механизма, но со знанием результата. Третья технология – египетский синий. Около 5000 лет назад египетские мастерские начали производить пигмент, который не встречается в природе. Синий цвет – редкость для древних культур. Его было сложно добыть, трудно сохранить и почти невозможно воспроизвести стабильно. Египтяне решили эту задачу, создав первый в истории синтетический пигмент – кальций-медный силикат. Для его получения нужно было смешать кварцевый песок, медные минералы и карбонат кальция, а затем обжечь смесь при температуре около 850 градусов в строго контролируемых условиях. Это не просто химия, это технологический процесс, который требует точного соотношения компонентов, правильной температуры и понимания того, что происходит в печи. Ошибись в пропорции – получишь зеленый. Ошибись в температуре – получишь черный. Египтяне получали синий. Стабильно на протяжении 3000 лет. В начале 2000-х исследование, проведенное группой физиков в Лондонском университете Queen's Mary, обнаружило еще одно свойство этого пигмента. При воздействии ближнего инфракрасного излучения кристаллы египетского синего испускают мощную флуоресценцию в диапазоне, невидимом человеческому глазу. Это свойство сейчас используется в судебной медицине и биомедицинской визуализации. Древние мастера создали материал с характеристиками, которые мы начали понимать только в 21 веке. Четвертая технология – дамасская сталь. В средневековых хрониках крестовых походов встречается описание, которое повторяется с удивительной регулярностью. Сирийские воины рубили европейские клинки как дерево. Их мечи сохраняли гибкость под ударом, который ломал любой европейский аналог. И при этом они держали режущую кромку лучше, чем что-либо известное западным кузнецам. Европейцы не могли понять, как это возможно. Настоящей дамасской стали больше нет. Технология ее производства была утрачена приблизительно в XVIII веке. По одной из гипотез, из-за исчезновения конкретных месторождений руды в Индии, которая поставляла исходный материал. В 2006 году немецкий исследователь Питер Поль и его коллеги из Технического университета Дрездена провели анализ подлинного клинка из дамасской стали с помощью электронного микроскопа высокого разрешения. В структуре металла они обнаружили углеродные нанотрубки и цементитные нановолокна, структуры толщиной в несколько нанометров, которые пронизывали металл равномерно по всей длине. Нанотрубки в стали, произведенные в XVI веке. Современные материаловеды только в последние десятилетия научились целенаправленно вводить подобные структуры в металл. Дамасские мастера делали это, по всей видимости, через особый режим ковки и термообработки, который запускал самоорганизацию углерода на наноуровне. Они не знали слова «нанотехнология», но они точно знали, что нужно делать с металлом, чтобы получить результат. Пятая технология – греческий огонь. Если перечислять технологии, которые изменили ход войны в любой эпохе, греческий огонь заслуживает особого места. 7 век нашей эры. Флот арабского халифата подходит к стенам Константинополя. По всем расчетам, город должен пасть. Корабли противника численно превосходят византийский флот, а осада длится уже несколько недель. Затем с византийских кораблей начинает литься огонь. Не горящие стрелы, не катапультные снаряды с паклей, жидкость, которая горит на поверхности воды, которую нельзя потушить водой, которая прилипает к дереву, коже, доспеху.
Арабские хроники описывают панику. Корабли, которые пытаются уйти, но огонь плывет следом. Точный состав греческого огня до сих пор остается дискуссионным. Ни один полный рецепт не сохранился, по всей видимости, намеренно. Текущие гипотезы называют среди компонентов нефтяную смолу, канифоль, гашенную известь и, возможно, негашенную известь. Последняя при контакте с водой дает экзотермическую реакцию, то есть вспыхивает сама по себе. Это не просто зажигательная смесь. Это химическое оружие с реакцией на воду, принцип, который лежит в основе некоторых современных боевых составов. Византийцы держали состав в государственной тайне настолько строго, что его производство, согласно историческим источникам, было сосредоточено в одной семье. Когда династическая линия прервалась, знание ушло вместе с ней. Шестая технология – кубок Ликурга. В Британском музее хранится предмет, который большую часть своей истории считался просто красивым. Кубок Ликурга – римский сосуд IV века нашей эры, вырезанный из зеленоватого стекла. На нем изображен царь Ликург, запутавшийся в виноградной лозе. Сцена красивая, работа тонкая, музейный артефакт. В 1980 году специалисты начали изучать, почему кубок меняет цвет в зависимости от угла освещения. В отраженном свете он выглядит зеленым, в проходящем – темно-красным, почти пурпурным. Ответ пришел через несколько лет после анализа стекла на электронном микроскопе. Стекло содержит наночастицы золота и серебра диаметром от 50 до 100 нанометров, распределенные по всему объему равномерно. Именно эти частицы рассеивают свет по-разному в зависимости от его направления. Исследование, проведенное в университете Иллинойса, показало, что принцип, реализованный в кубке Ликурга, совпадает с принципом работы современных плазмонных наносенсоров, устройств, которые реагируют на присутствие определенных веществ изменением оптических свойств. Ученые даже адаптировали технологию для обнаружения следов вирусов в жидкостях. Человек IV века нашей эры создал стекло с наноструктурой. Мы воспроизвели принцип спустя 17 столетий и нашли ему применение в медицинской диагностике. Седьмая технология – антикитерский механизм. В 1901 году греческие ныряльщики подняли со дна Эгейского моря несколько ящиков с позеленевшим металлом. Корабль, на котором везли груз, затонул примерно в 80 году до нашей эры у острова Антикитера. Среди груза был кусок бронзы размером с обувную коробку, настолько заросший, что его почти не заметили. Его отложили в сторону. Через 2 года исследователь Валериос Стаис обратил внимание на зубчатое колесо, торчавшее из одного из обломков. Это не вязалось ни с чем, что было известно об античной технике. Следующие 120 лет механизм изучали, и каждый новый метод анализа открывал новый уровень сложности. Антикитерский механизм содержит не менее 37 бронзовых шестеренок. Их взаимодействие воспроизводит движение Солнца, Луны и, по всей вероятности, 5 видимых планет. Механизм предсказывал лунные затмения по 18-летнему циклу Сароса. Он учитывал неравномерность лунной орбиты, эллиптичность движения Луны. Исследование, опубликованное группой ученых из Университетского колледжа Лондона в 2021 году, представило реконструкцию передней части механизма. Согласно этой реконструкции, устройство также отображало синодические периоды планет, то есть их видимые циклы с точки зрения земного наблюдателя. Это не просто астрономический прибор, это аналоговый компьютер. Его создание требовало знания математики, астрономии, механики и прецизионного литья бронзы на уровне, который Европа не достигнет снова до XIV-XV века. Никто не знает, кто его сделал. Никто не знает, для кого. На корабле везли греческие статуи, монеты, мебель. Возможно, это был груз для богатого римского заказчика. Механизм мог быть подарком, мог быть учебным пособием, мог быть единственным экземпляром. Или, что самое тревожное, одним из многих, которые просто не сохранились. 7 историй, 7 разных цивилизаций, 7 разных материалов, 7 разных задач. Но если смотреть на них вместе, возникает одна общая деталь, которую сначала легко не заметить. В нескольких из этих случаев технология выглядела проще, чем была на самом деле. Известковые комки в бетоне – брак, зеленое стекло
просто красивый сосуд. Металлические обломки со дна моря – непонятный хлам. Сложность не была написана на поверхности, она была встроена внутрь. Персидские инженеры не объясняли принцип работы керизов на камне, они просто строили. Их ученики учились, делая то же самое. Египетские мастера не составляли формул для синтеза пигментов, они передавали пропорции через практику. Мастера дамасских клинков не знали слова «нанотрубка», они знали, как ковать. Эта форма знания называется по-разному – ремесленная память, неявное знание, embodied knowledge. Суть одна – есть вещи, которые нельзя полностью записать. Их можно только делать. Именно поэтому они исчезают. Не потому, что их скрывают, не потому, что кто-то решил их уничтожить. Они исчезают, когда рвется живая цепочка мастеров. Когда последний человек, который умел это делать, умирает раньше, чем успевает передать знания следующему. Греческий огонь, дамасская сталь. Возможно, еще десятки технологий, о которых мы просто не знаем. Антикитерский механизм был на дне моря 19 веков. Никто его не искал. Никто не знал, что он существует. Если бы ныряльщики зашли чуть в другую сторону, он так и остался бы там. Это хороший повод задуматься о том, сколько еще лежит там, где мы пока не смотрели. Не в смысле сенсации, в смысле масштаба. Люди, которые делали эти вещи, не думали о вечности. Маканни, который рыл туннель в скале на 70-метровой глубине, думал о воде, которая придет в его деревню. Кузнец, который ковал клинок, думал о том, чтобы металл не подвел хозяина в бою. Мастер, который смешивал известь с вулканическим пеплом, думал о том, чтобы стена простояла жизнь. Может, 2. Они не знали, что простоит 2000 лет. Цивилизация держится не только на открытиях, она держится на передаче. На том, что один человек показал другому, как держать инструмент, как выверить уклон, как определить нужную температуру по цвету металла. На знании, которое живет не в тексте, а в руках. Когда мы смотрим на пантеон или на кубок из Британского музея, мы смотрим не только на объект, мы смотрим на конец цепочки, на последнее звено, которое дошло до нас. А сколько цепочек оборвалось, мы никогда не узнаем.